Всем привет! В 2019 году фирма «Звезда» презентовала и выпустила российский трехосный грузовик К-5350 «Мустанг», он же КамАЗ. Есть трехосный, значит должен быть и двухосный, и он уже есть. Значит так, российский двухосный грузовик К-4350, он же КамАЗ, в 35 масштабе. И вот обзор на него. Помимо самой модели, я вам покажу большое количество дополнений, эксклюзивных и не очень, конкретно к этой модели. Габариты модели, собранной модели. Длина 22,7 см или 227 мм, соответственно. Количество деталей в наборе 485. Ух, обсобираться. В коробке резиновые шины, пакет с литниками, еще один пакет с литниками, пакет с тросом, веревкой вернее, декалью и литником с прозрачным деталем и имитацией зеркал заднего вида, инструкция и цветная вкладка по схемам окраса модели. Вы сами прекрасно понимаете, что часть литников – это литники с трехосника, то есть 2019 года. Ну и часть новая, все-таки база уменьшилась машины. Здесь вы можете видеть кабину грузовика, части интерьера, включая 3 сиденья. Помню, когда вышел трехосник, то было большое количество брака по переду кабине, по морде, если так можно сказать. Часть, куда вклеивается лобовое стекло, было поведенное. По данной модели пока претензий не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Видимо, сложность эта была устранена производителем. Приборную панель однозначно нужно менять на 3D декаль от Quinta Studio. Смотрится она очень даже прототипно. Но о ней мы поговорим чуть-чуть позднее. Литник с тентом, деревянным настилом пола и бортами кузова. Тент прекрасен, хорошо сконструирован, хорошо отлит. Менять, как я думаю, смысла нет. Тем более, что 50% из нас его вообще не устанавливают на модель. Пол имеет прекрасную имитацию дерева. Данный литник 2021 года. Ходовая часть машины. Передний бампер. Вообще модель очень детализированная. Есть и двигатель, и полная ходовая часть, достаточно полный интерьер, и кабины, и кузова. Толкателя находится на невидимой части модели, облоя замечено мной не было. И по отзывам наших коллег, кто уже ее собрал, шпатлевка при сборке не понадобилась. Только кусачки и клей, ну абстрактно выражаясь. Вообще замечательно, что в последнее время выходит большое количество качественных моделей, в том числе и КамАЗов. До этой модели Звезда и до этой модели ICM, хотя он немного отличается от представленного. Конструкцию двигателя можно узнать после сборки этой модели. До такой степени он детализирован. И как раз он и представлен на данном литнике. Так что, если вы учитесь на автомеханика, то модель вам точно необходима. Здесь я остановлюсь на дисках колес. Кстати, они очень даже не дурные.
Сравним их со смоляными колесами от Master Club. Разница, конечно, есть, но она совсем незначительна. Литник с прозрачными деталями. Лобовое и боковые стекла. Достаточно тонкие, прозрачные и искажений не имеют. Вот этот шнурок я пропущу. Даже говорить о нем не буду. Недоразумение. Резиновые покрышки. Портят всю модель. Сравните их, опять же, со смолой от Master Club. Ну, выбор очевиден. А еще мне кажется, что нагруженные колеса — это топ. Прям изюминка модели. Декаль. О вариантах окраса мы поговорим, когда будем инструкцию изучать. Здесь еще немного приборов и военные современные номера. Имитация зеркал заднего вида. Вещь нужная и полезная. Это однозначно. Инструкция у звезды стандартная. Ничего не изменилось. Хорошо все видно. Что-то написано об истории прототипа. Вроде все хорошо, но все же. Как пример, последние великолепные инструкции к моделям от ICM. Или еще дальше, инструкции чешского Эдуард. Ну, хотя об этом я уже говорил в прошлом ролике. Да их прям можно отдельно покупать, без модели, как в библиотеку, до того нечеткие. А запах чернил какой. Ну так вот, что мы здесь имеем? Описание прототипа на двух языках, русском и английском. Два варианта сборки можем собрать с тентом и нормальной кабиной, и без тента и опущенной кабиной. А с тентом и опущенной кабиной не можем, что ли? Содержимое набора, конечно же. И сборка, естественно. И начинается эта история с двигателя. Ну а как иначе-то? Движочек собрали, перешли к ходовой части. Борта, кабину, интерьерчик. И так, шаг за шагом, и вуаля, и модель готова. Итак, схема окраски модели и размещения декалей. КамАЗ-4350 Омского автобронетанкового инженерного университета Министерства обороны Российской Федерации. Вариант номер 2. КамАЗ-4350 из состава Западного военного округа. Парад Победы, 2019 год. Третий вариант. КамАЗ-4350, приготовленный к передаче заказчику на заводе-изготовителя без опознавательных знаков. И четвертый, заключительный вариант. КамАЗ-4350, принадлежащий ДСААФ России, Московская область. Обозначения красок даны под фирму «Звезда» и «Тамия». По наборам это все. Теперь расскажу про дополнения. Первое из них это 3D декаль от Quinta Studio. Вещь хорошая, в хозяйстве пригодится. Приборная панель, шильдики КамАЗ, светоотражающие катафоты. Все объемное уже цветное. Красить не нужно. Просто перенести на модель и вид модели преобразится. Есть и цветная инструкция. Набор окрасочных масок на остекление модели фирмы SX Art.
Фототравленные цветные номера для военных и полицейских машин. Их прям надолго хватит. Продукт фирма Микродизайн. Полный набор фототравлений также фирма Микродизайн для данного КАМАЗа. Здесь и брызговики, и механизм опускания и подъема кабины, и ремни безопасности, приборная панель данопленкой, а также шильдики КАМАЗ. Всего много нужного и полезного. Малый цветной набор фототравления, номерные военные знаки, катафоты, значки ограничения скорости, знак «Люди». Ну, такой допчик. Также фирма Микродизайн. Также есть еще и колеса пластиковые, как и смоляные, которые мы посмотрели, и фигуры бойцов, и фигуры водителей. Все это вы можете найти в рекомендованных товарах данному КАМАЗу. Ссылку оставлю в описании к видео. На этом я заканчиваю. Оставляйте комментарии. Приобрести данный набор фототравления окрашенной маски вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.